Это слепой монстр, но у него длинные руки. Он может достать игрока на расстоянии 4 метров. Грина я связала по заказу внука. А для меня внук сделал вот такую анимацию. Это процесс изготовления сумки. Посмотрите, как все здорово получается. Делаем ручку, приклеиваем ее, красим в разные цвета и ручку, и сумку, ставим логотип, и сумочка готова. Супер, здорово, легко и просто. С монстром не все так быстро. Такую картинку мне прислали для знакомства и пожелания. Рост 25 сантиметров, прочно стоит на ногах и имеет длинные гибкие руки. Для начала цвет ниток. Из всех зеленых, которые я смогла найти, выбрали цвет кудрявая капуста. Хлопчатобумажные нитки производства фабрики имени Кирова, Санкт-Петербурга. Нитки мерсеризованные для ручного вязания из серии «Цвета моды». Толщина и метраж смотрите на упаковке. На монстра высотой 25 сантиметров у меня ушло чуть больше одного мотка. Если монстр будет чуть меньше по размерам, то мотка точно хватит. Вот такие у меня сокровища. Вот такой чудо-органайзер. Подробнее устройство органайзера я покажу в конце видео. А сейчас вы можете поставить лайк. Возможно, я сделаю мастер-класс по изготовлению. Из всего многообразия я выбрала крючок 2,5 и 2,75 мм. Они мне подходят. Это мой первый опыт вязания объемных персонажей. И я еще не знала, вообще получится у меня или нет, и как оно пойдет. Поэтому начало я не снимала. Мне пришлось пару раз распустить. Но уже когда тельца и одна рука у меня были связаны, я поняла, что дело пойдет. И стала фотографировать. Начинаем по классике со скользящей петли или кольцо амигуруми. Вяжем круг, прибавляя по 6 петель на каждом витке. Как только наберем нужный диаметр, начинаем вязать дальше, не прибавляя тельца нашего монстра. Примерно на расстоянии 7 сантиметров от начала вязания я разделила на переднюю и заднюю и вязала их уже не по кругу, а отдельно, чтобы вывязать отверстие для рук. Каркас в голову и в тело я вставила, когда вывязывала отверстие для рук. Потом внизу отверстие соединилось, снова стала продолжать вязать по кругу. Я старалась, чтобы у меня монстр был очень плотно связан, и чтобы тельце и руки были плотные, ну и ноги, конечно. Еще я все это набивала синтепоном. Вторую руку уже я вязала так же, как и первую. Сначала прошлась по краю отверстия соединительным рядом, чтобы уплотнить его, выровнять, сделать начало для следующих рядов. Потом к этому соединительному ряду я уже вязала в обратную сторону, так удобнее мне было. Столбиками без накида плотненько уже начала вывязывать руку. У него проволочный каркас. Для ног оставила концы длинной проволоки. И потом еще продела в середине проволоку для рук. Укрепила так, чтобы вот уже была закреплена проволока для рук. Обмотала каркас тела синтепоном и вязала вокруг уже каркаса. Не очень это легко, но по-другому как-то у меня не сложилось. Связав около 1,5 сантиметров руки, я начинаю уплотнять руку синтепоном, наматывая ее на проволоку, потому что потом уже трудно будет подлезть туда. На проволоку у меня намотан ёршик для прочистки трубок. Он такой ворсистый, и синтепон на нем хорошо держится, чтобы он не скользил по гладкой проволоке. Синтепон тоже закрепляю ёршиками для трубок. Сверху еще будет слой синтепона, чтобы трубки не прощупывались. Делаю такую плотную ручку, длиной как первая рука монстра, без ладони и пальцев. В пальцах проволоки нет. Вяжу по кругу, вокруг проволоки с синтепоном, примерно 5 сантиметров. Делаю добавочные ряды с верхней части руки, как бы формирую плечо, чтобы рука в своем естественном положении была направлена вниз. После добавочных рядов вяжу опять по кругу, объединяя все это, просто получает небольшой изгиб. И дальше примерно каждые 5 сантиметров руки, уже теперь с нижней части, я убавляю по одной петле, чтобы постепенно рука становилась все уже. Пальцы вывязываются от ряда воздушных петель. К этому ряду обратным ходом делается 2 ряда туда-обратно столбиков с накидом. И последний ряд, он провязывается, захватывая вот этот ряд воздушных петель, ну, соединяясь. Получается как будто в 2 сложения. И получаются такие плотные длинные пальчики.
у основания, там где ладонь, ну, пальчики сшиваются в ладонь иголкой с ниткой. Как они от меня далеки, далеки, никогда не дадут руки. Для того, чтобы вставить ноги, я вот такой придумала связать как бы купальничек. Ой, треугольник в конце живота и в конце спинки, потом их соединить. Конструкторская мысль. Правильно, неправильно, придумывала технологию на ходу. И когда руки у нас уже совсем готовы, будем вставать на ноги. Роняют лепестки на песок, никто не знает, как мой путь одинок. Для ног я оставила концы длинных проволок. Ноги я скручиваю из тех же проволок, которые у меня были оставлены. Просто прикидывала, сколько мне нужно будет на тело и на длину ноги. И длину ноги еще увеличила в 2 раза с небольшим запасом. Стопы делаю из крышек из-под молока от бутылок. И уже даже вот в таком хлипком виде, немножко опираясь на руки, монстр стоит на своих 2 худеньких, тоненьких ножках. Проволоки ног я в середине вместе скручиваю, соединяю. И синтепоном, ну, делаю как бы такой условный памперс. После формирования тазовой части переходим к формированию бедер. Их делаем тоже достаточно толстенькими, тоже удерживаем с помощью мохнатых ёршиков. Когда ноги сформированы, зашиваем нижнюю часть этого купальника как бы и начинаем вязать по кругу ноги грина. На месте коленок же делаем добавочные ряды. На первой ноге я также вывязывала несколько добавочных рядов, чтобы сформировать вот этот сгиб коленки. А на второй ноге я коленку делала с помощью еще и столбиков с накидом. Нижнюю часть я вязала отдельно. К сожалению, все этапы у меня не сохранилось, что-то повредилось у меня с CD-карт. Вот, но смысл виден. Значит, я вырезала кожаные кружочки одинакового диаметра, пробивала пробойником единичкой по кругу отверстия, обвязывала ниткой вощеной, которая предназначена для шитья обуви. Я специально брала особо прочную нитку, чтобы у меня не стерлись при ходьбе. И 2 ряда вязала этими вот ярко-зелеными нитками. А потом продолжала вязание хлопчатобумажными нитками. И нога у меня шла на сужение до того диаметра, вот, которое образовалось под коленкой у монстра. Связала сразу 2 как бы башмачка, одинаковых по размеру. И когда уже все было готово, начала соединять. Кожаную ступню с внутренней стороны я проклеила такой пенкой, чтобы у меня не пролегала проволока, там не торчала наружу. Проложила стенки синтепоном, и когда уже вставила ножку с крышкой в этот башмачок, заполнила эту крышку гранулами стеклянными и пластиковыми, для того, чтобы утяжелить ноги, чтобы они сместили центр тяжести, и монстр плотно стоял на ногах. После этого добавила еще синтепона сверху и стянула уже 2 части ноги. Сначала в черновую, а потом своей вот этой зеленой хлопчатобумажной ниткой я просто сшила 2 части ноги в одно целое. И завершающим этапом, конечно, это лицо монстра. Глаза я тоже сделала из кусочков кожи. Зрачки это металлические хольнитены, подходящие по размеру. Можно сделать бусинки, пришить пайетки. Тоже пришить черные кусочки кожи, но там вариантов множество. Мне вот этот оказался самым удобным. Также белые глаза я пробила по краю отверстия, пришила их. Верх головы, макушку я утянула, ну, пришивая глаза, я немножко зацеплялась и утянула ее так, чтобы она стала более плоской. И вышила улыбку. Зубки это или улыбка такая, это уже каждый видит по-своему. Вот у меня получился такой, в общем-то, добродушный монстр. Желаю всем успехов, кто захочет делать таких монстров или каких-то других персонажей. У нас с внуком есть планы, будут сюрпризы, но это уже мы будем делать из кожи. Так что, кто работает с кожей, не отвлекайтесь, не отписывайтесь. Я не перехожу на вязание, я работаю в соединенных техниках. А сейчас я подробненько покажу свой чехол. Надеюсь, это будет интересно и кожевенникам, и вязальщицам. Делала для себя, конечно же. Удобно, что видно, какие крючки лежат. Разные по размеру сюда могут крючки входить.
разных фирм, разной длины. В принципе, все подходят. При желании можно скрутить и сделать такой стаканчик, когда этот чехол превращается в стаканчик и может стоять на столе, если это нужно. Им удобно и приятно пользоваться. Также легким движением руки он опять превращается в плоский чехол. Его удобно свернуть и хранить крючки так, если они пока не нужны для использования. Вот такой чехол с обратной стороны. Это я делала себе и делала горячее тиснение к Новому году. Подарок такой. Чехол может быть гладкий, может быть любого цвета, с любым тиснением. Если чехол нравится, если вы хотите приобрести, пишите. Если хотите мастер-класс, то пишите тоже. Я могу сделать и то, и другое. Работайте, творите, приносите радость себе и своим близким. Всем пока, удачи и успехов!